привет! И сегодня у нас такая тема: можно ли остаться в Египте? И каким образом вообще можно закрепиться или остаться в Египте? Вот этим вопросом задалась одна женщина, она написала мне ВКонтакте, ее зовут Рада. И она написала: уважаемая Галина, доброго времени вам. Сразу хотела бы вас поблагодарить за ваши ценные советы и информацию. Могу ли я вас спросить такой вопрос, волнующий меня? Если я очень хочу и мечтаю уехать работать и, соответственно, жить в другую страну, и мой выбор пал на Египет. Была там и очень хочу вернуться. Никаких ухажеров у меня там, так просто знакомых, порядочных в скобках, за то время, что была там. Поэтому исключительно интересует работа и проживание там. Сразу говорю, чтобы вы меня не отговаривали. Мол, сказки, кому ты едешь. Как некоторые говорят, никому не еду. Чувствовала себя там хорошо, климат ни разу не вспомнила про свои хронические больное горло. Ребенок тоже. Так о чем я, собственно? Знакомые многие говорили, что можно и это реально остаться там и работать, жить. Я работаю в сфере красоты визажистом. Я знаю, что многие русские женщины так и работают в салонах там. В некоторых фирмах по оформлению свадеб, например. И это русскоязычные есть салоны, насколько я поняла. Я могу ошибаться, конкретно про Хургаду сейчас говорю. Могли бы мне помочь найти ответ на мой вопрос, насколько это реально? И может ли вообще молодая девушка, одна с ребенком, осуществить такое дело? Как это можно вообще сделать? Я думала, что не выйдя замуж, там ты ничего не сможешь делать. Мне сказали, что это неправда, и можно жить и работать. Есть самый главный нюанс. У меня дочь 6 лет, и она ходит в школу. Есть ли шанс устроить ребенка в дальнейшем там в школу? И есть ли русскоязычные школы? Понимаю, что мой вопрос в некотором роде странный, и хотеть уехать в страну с таким менталитетом может казаться странным. Но все же, в Минске у нас с дочкой никто и ничто вообще не держит. Мужа нет. Или же такая идея может обернуться небезопасно для нас с ребенком? И достаточно ли английского языка? Арабский выучился бы по ходу дела. Ох, думаю, мой вопрос не сильно вас шокирует. Слышала, что это через турфирму решается. Спасибо за ваши вопросы. Значит, по поводу того, чтобы я, конечно, отговаривать никого не буду, потому что очень большое количество наших соотечественников проживают на территории Египта, в частности, в Хургаде и в Шарм-эль-Шейхе. По поводу климата, что вы написали, что на самом деле климат, кстати, египетский, он достаточно позитивно сказывается на наших соотечественниках, я думаю, что на многих. Я давно еще рассказывала историю, как один наш соотечественник, у него волосы уже давно не росли на голове, после как он приехал сюда и начал здесь жить, у него начали расти волосы на голове. То есть позитивные, конечно, есть, и многие хронические заболевания отступают, возможно, связаны с климатом, с морским воздухом. И, может быть, конечно же, я думаю, что самое главное – это именно питание, потому что на самом деле здесь, насколько вы знаете, много фруктов, овощей, все это круглогодично. И самое главное, здесь, по крайней мере, все мясные продукты, они все свежие. И, как правило, мясо, курица – все свежее, не мороженое. И, возможно, это связано еще и с питанием. Я думаю, что в большей степени с питанием. Ваши знакомые говорили вам, что здесь можно реально остаться и работать, и жить. И вы работаете в сфере красоты визажистом. Русскоязычные салоны на самом деле есть, и я думаю, что их достаточно большое количество. Может ли молодая девушка с ребенком осуществить такое дело? Я думаю, что может. И позже я по пунктам расскажу, что и как. Сейчас я просто вот на ваши вот такие вот вопросы отвечу. Вы написали, что вас в Минске ничего не держит. Но я так понимаю, вы из Белоруссии, и мужа у вас нет. Также вы должны выяснить вопрос при вывозе ребенка, когда вы будете выезжать с ребенком из Белоруссии, насколько вам муж, если он жив-здоров, даст вам разрешение на вывоз ребенка. Или же такая идея может обернуться небезопасно для нас с ребенком. Но на самом деле опасно везде. Вот, и никто не застрахован от каких-либо происшествий или еще что-то. Это никак не связано со страной или с государством. Я не имею в виду, где идут военные действия. Я имею в виду, что с нами со всеми может произойти все, что угодно. И достаточно ли английского языка, арабский выучится по ходу дела.
На самом деле английского языка достаточно, и действительно арабский язык вы сможете выучить по ходу дела. И с этим проблем, я думаю, что нету. И вот как раз вот английский язык, он очень помогает именно в общении здесь. А вы слышали, что это решается через турфирму. Ну, возможно, это решается каким-то образом через турфирму. Я по этому поводу ничего не знаю. Я вам расскажу из того, что я знаю. Давайте тогда сейчас разберемся по пунктам. Первое, что хотела я сказать, это, конечно же, в Хургаде много наших соотечественников, много различных бизнесов с русскоговорящими сотрудниками. И я думаю, что с этим проблем нету. В отелях периодически требуются сотрудники русскоговорящие, как раз владеющие английским языком. И арабский считается, соответственно, тоже плюсом. Следующее, второе. Реально ли для женщины с ребенком приехать? Конечно, реально. Конечно же, вам для начала, когда вы приедете сюда, вы должны для себя уяснить такую вещь. Вам потребуется время для того, чтобы устроиться на работу. Нужно будет снять квартиру, внести какую-то предоплату, соответственно, аренду и, возможно, депозит за проживание, вы заключите контракт, и нужны будут деньги на проживание, соответственно, вам потребуется с собой, когда вы поедете с дочерью, сумма денег, на которую вы будете жить какое-то время, до тех пор, пока вы не найдете работу, до тех пор, пока вы стабильно не будете получать заработную плату. Квартира, питание, школа, на это на все потребуются деньги. У вас обязательно должна быть с собой определенная сумма денег вот на период вот этой стабилизации. Это обязательно, конечно. Если вы, соответственно, приедете летом, то возможно, что цены на аренду будут достаточно высоки. Если вы приедете зимой, то цены, возможно, на аренду будут намного ниже. Но следующий вопрос по поводу вашей дочери. Если она у вас, соответственно, со следующего года идет в 1 класс, то ее нужно будет определять в школу. В школу определяют именно до начала учебного года. Учебный год в Египте начинается 21 сентября. Как правило, это 21 сентября, там может съезжать на 22 и на 23, в зависимости от выходных. Следующий вопрос, и вопрос, именно важный вопрос, по поводу визы. Первое, как вы можете продлить, на каком основании себе визу, это аренда квартиры. То есть вы по приезду арендуете квартиру, вам дают контракт, и вы с этим контрактом можете пойти в ГУЗ и попробовать продлить визу. Обучение, предположим, насколько я знаю, потому что у меня сын учится, обучение в египетской школе дает право вашему ребенку на получение визы. Дыни получает тоже точно так же визу, на год выдают, на учебный год, так что с этим проблем не должно быть. Но это касается египетской школы. Вам нужно будет со своей стороны найти контакты русских школ в Хургаде, написать им на почту, либо позвонить им и узнать такие вопросы. Через эту школу ваша дочь сможет получить визу. Также визу вы можете получить, соответственно, если вы выйдете замуж. Визу вам дадут по причине замужества на год, потом на 5 лет, потом еще на 5 лет, потом можете гражданство получить. То есть это как бы стабильная виза, там не надо мучиться с контрактами, бегать куда-то, там, выезжать и так далее. Также я хотела сказать, что если вы приедете, все время продлевайте визу. Старайтесь, чтобы у вас виза всегда была действующей. Не доводите до такого, чтобы виза у вас была просроченная, и чтобы вас случайно поймали, там еще что-то без визы. Старайтесь постоянно продлевать свою визу, и чтобы она была в нормальном у вас состоянии. Следующее, о чем я хотела поговорить, потому что вы задавали вопрос о работе. Дело в том, что по туристической визе, если вы прибываете в Египет, официально вы работать права не имеете. Это касается также, если вы выйдете замуж и будете находиться здесь абсолютно легально, ваш муж египетский, дети у вас египетские, все у вас египетское, виза у вас есть, но даже по визе жены вы не имеете права работать. Что делать в этом случае? Насколько я знаю, что некоторые работодатели, они ходатайствуют о получении визы, но я не знаю, насколько реально это вот на данный момент. Возможно, какие-то отели, возможно, какие-то крупные компании могут вам, если вы устроитесь к ним на работу, они помогут вам с визой. Какие-то, возможно, отдельные советы вам дадут по мере того, как вы будете общаться и с местным населением. Я думаю, что не пройдет и полгода, как вам предложат обязательно замуж, и вы сможете вполне легально находиться без вот этих
продлений коротких виз, можете взять визу сразу на долгий срок. И вы, и ваш ребенок будете иметь право абсолютно легальное получать, продлевать визу постоянно. Следующее, что бы я обязательно рекомендовала по приезду в Египет, обязательно вставайтесь на консульский учет. Обращайтесь в ваше консульство и вставайте на консульский учет. Также оставляйте все свои контактные данные, все своим родственникам, соответственно, в консульстве вы оставите все свои контактные данные и будьте на связи. Еще что я хотела сказать, это по поводу работы. Я бы советовала со своей стороны вам заранее договориться по поводу работы, если такое возможно, и попытаться разузнать всю вот эту информацию именно по поводу зарплаты, по поводу легальности и всего остального. И не забудьте обязательно написать по поводу школ, в русские школы, которые находятся непосредственно в Хургаде, или позвоните. То же самое я бы хотела посоветовать вам по поводу квартир. Заранее свяжитесь с агентствами, которые помогают именно в подборе квартир, и узнайте у них как раз все вот эти детали, расскажите вашу ситуацию. Я думаю, что вам обязательно помогут. И самое главное, о чем я говорила в самом начале, это, конечно же, средства. У вас обязательно должна быть сумма денег на первое время, чтобы вы спокойно могли начать обустраиваться. Ну, а потом, соответственно, жизнь покажет. И я думаю, что если у вас такой настрой, вы обязательно здесь останетесь, попытаетесь каким-то образом здесь закрепиться. Очень много проживает здесь девушек, кстати, из Белоруссии. Есть в Фейсбуке группа белорусских девушек, женщин, которые, вот, кстати, живут в Египте и очень активно общаются между собой, помогают советами и всевозможно как-то стараются друг другу посодействовать в тех или иных вопросах. Поэтому на сегодня у меня все. Я надеюсь, что информация была полезной для вас. И если у вас возникнут какие-то еще дополнения, пишите их в комментариях, как раз вот для людей, которым это будет интересно. Если видео понравилось, нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. На сегодня у меня все. Всем пока!